Некоторые элементы светильника мы изобретать не стали, а просто купили в магазине сантехники. Здесь у нас рассеиватель для смесителя из нержавейки. Какая-то муфта переходная, которая подходит по резьбе нам. Вот сюда. И обычные шайбы из нержавейки. Сейчас мы это все применим и посмотрим, что получится. Ну а теперь несколько слов о полировке до зеркального блеска. Как мы все прекрасно знаем, чтобы что-то получить, сначала нужно отдать. В нашем случае мы будем отдавать свой упорный труд и свое драгоценное время. Заодно потренируем силу воли, поскольку сила воли – это одно из самых важных качеств для мужчины. Все работы по шлифовке и полировке металла я производил углошлифовальной машиной с регулировкой оборотов. Обороты должны быть почти на самом минимуме, в моем случае номер 2. Сначала мы обрабатываем сварные швы лепестковым диском с крупностью зерна 120. Затем лепестковый диск с крупностью зерна 180. Затем на 240. Затем все обрабатываем кругом полировальным. Лепестковый, войлочный, абразивный, мягкий. Этот круг хорошо зачищает все углы и вот эти закругления. Должно получиться примерно вот так. Затем, используя диск на липучке, мы шлифуем поверхность наждачной бумагой с крупностью зерна 320, 400, 600, 1000 и 2000. Всегда помним о том, что каждым последующим зерном нам необходимо убрать царапины от предыдущего.
Это действительно тяжелая и кропотливая работа, но она принесет превосходный результат. Только после этого приступаем к полировке поверхности. Я использовал войлочный полировочный круг лепестковый, вот такой, и твердые полировочные пасты. Можно использовать пасту Гои. В итоге должно получиться примерно вот так. Вот так стало, вот так было. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы перейдем к одному очень важному вопросу, который занимает умы наших зрителей. Это вопрос о том, желтеет ли со временем эпоксидная смола или нет. За моей спиной находится стол, который мы сделали 5 лет назад. Это было увлекательное путешествие в Белоруссию на фабрику алюминиевой посуды «Виктория». Там мы заливали расплавленный алюминий и потом покрывали это все эпоксидной смолой «Артмассив». Об этой смоле сейчас и пойдет речь. Наши постоянные зрители, конечно же, вспомнят этот стол. Это стол «Алюминиевые лица». Ну а для тех, кто не видел это увлекательное приключение, я оставлю ссылку в описании под этим видео. Несмотря на большое количество предложений о покупке этого стола, мы все же решили оставить его у себя. Мы использовали его на протяжении 5 лет в качестве журнального стола перед телевизором. Как мы все знаем, журнальные столики часто используются не совсем для журналов. Откровенно говоря, журналы на этом столике были очень редкими гостями. В основном этот стол использовался для приема пищи перед телевизором. По шагрени можно понять, что поверхность стола покрыта лаком. За 5 лет интенсивного использования, конечно, появились небольшие микроцарапины на поверхности, но камера их даже передать не может. Поэтому тем, кто волнуется, царапается эпоксидная смола или нет, если она покрыта лаком, она царапается не больше, чем обычный деревянный стол, который покрыт лаком. Как я ранее уже сказал, для изготовления этого стола мы использовали эпоксидную смолу «Артмассив» от компании «Экованна». Многие из вас знают, что мы в своих работах используем только смолу «Артмассив». Поэтому за других производителей сказать мы не можем, желтеет у них смола со временем или нет. Теперь вы своими глазами спустя 5 лет увидели стол «Алюминиевые лица»
и сможете сделать для себя выводы самостоятельно, желтеет смола или нет. А сейчас я передаю слово своей коллеге и по совместительству жене Татьяне. Татьяна? Да, вы меня слышите, Татьяна? Вы меня слышите, Татьяна? Виталий! Выходи из гаража. О, кстати, ты такой, Татьяна? Так, все, надо вспомнить текст. Прекрасно, когда есть возможность купить именно то, что тебе нравится, но если не всегда такая возможность есть, и ты не намерен с собой договариваться, то надо найти способ сделать так, чтобы результат тебя радовал. Именно поэтому эти светильники мы сделали своими руками. Для их создания не потребовалось какого-то сложного оборудования или редких материалов. Вы сами своими руками можете сделать что-то подобное, возможно, что-то изменив на свой вкус. Если вам понравился результат нашего труда, то поделитесь этим видео со своими подписчиками. Может быть, именно сейчас кто-то из них в поисках подобной идеи. Спасибо вам большое за то время, которое мы провели вместе с вами. И, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.